Ну что, мое видео о том, что торговать с так называемыми оккупированными территориями это не логично, цинично, преступно, конечно же, вызвало колоссальный резонанс. Начали взрываться пятые точки с одной стороны, с другой стороны. Это нормально, это предполагалось, потому что упоротых приблизительно равное количество с двух сторон. Начали порошенковские собачки прибегать, пытаться раскрывать свои грязные пасти по поводу того, что деньги вообще туда не идут. Деньги туда не идут. И тут же сегодня СБУ делает заявление о том, что вы знаете, к чему это может привести? К тому, что шахтеры потеряют работу и пойдут тогда воевать. Вы представляете? Так подождите, какая же у них работа? Они что, работают за спасибо или им деньги не идут? Нет, наверное, из Киева им отправляют деньги по безналу. По безналу чисто на зарплатные карточки. Так, банк ДНР, ага, да, записываю, знаете, в Ощадбанке. Именно так и делается. В общем, бредовые аргументы, которые говорят, что это нормально торговать, они звучали и будут, конечно же, звучать, потому что наступается сейчас грязной пятой на горло одной веселой песни, которая называется «Money, money, money». Ну и вылезло одно существо. Шария нашим друзьям, эффективным российским контролерам, надо было обязательно ввести в дело, чтобы обосравшаяся коррумпированная Банкова и Ахметов имели хоть какие-то аргументы против блокады торговли на крови. Теперь хоть на Шарика могут сослаться клоуны. Ждем высказываний в поддержку блокады самих себя, Захарченко и Плота. Можно еще Кобзона попросить, стук в днище бывает разный. Но вот тебя, дебилоидное жирное говно, я вообще не вспоминал. Заметьте, я не упоминал никаких личностей. Я не говорил, хлопцы, все верно роблять. Не, я такого не говорил. Потому что я отлично знаю, для чего это делают. Хлопцы. Я прекрасно отдаю себе отчет, что вы, получив свою доляху от того, что проходит без вас, отползете в сторону, и ты станешь еще более распухшей. Ты распухшая на депутатской должности дерьмо. Меня лучше своим языком не упоминай. В то время, когда бойцы ВСУ, обычные бойцы ВСУ, возвращались домой без ног, без рук, или же уже в гробах, ты, сука, герой невидимого фронта, отлеживался неизвестно где, у своих друганов в Днепре. Ты, получив свою долю, моментально отлезешь в свою конуру, если у тебя туда жопа твоя толстая пролезет, для того, чтобы опять жрать, нажираться в то время, пока с двух сторон гибнут украинцы, и с той стороны, и с этой стороны. И ты моментально, и ты, твои товарищи, моментально забудут о том, что происходит торговля на крови. Нет, вы, возможно, где-то в эфирах будете об этом рассказывать, но блокировать уже никто ничего не будет. Вы в любом случае это разблокируете. Вы в любом случае переключите внимание общественности на что-то другое. Вы придумаете какой-то выход, потому что вы, получив свою доляху, просто сольетесь. А я никакой доляхи ни от кого не получаю. Так вот, не равняй всех по себе, отъевшаяся жирная шлюха. И если ты это делаешь для того, чтобы твое пузо, брюхо твое стало больше еще в несколько раз, то я говорю то, о чем думаю, о чем говорил с самого начала, о чем я говорю и сейчас. Остановите дебильную войну, потому что на ней украинец убивает украинца. Но если вы не останавливаете эту войну, то хотя бы не делайте вид, что эта война, что она честная какая-то, эта война. Потому что не бывает так. Стрелять и покупать что-то. Убивать и продавать что-то. Не бывает так. Неправильно это. Ненормально это. Вы или вот так, или вот так. А вообще так посмотришь, сколько героев, знаешь, героических народных депутатов с мандатами собралось прямо вот там, вот, возле линии фронта. Представляешь, да? Сколько? Позавчера, по-моему, 3 бойца ВСУ погибло, да? Вчера 5 ребят погибли. Но я вот смотрю, и ни одного среди них вроде как народного депутата нету. Почему-то.